Испанцы – большие мастера устраивать праздники. Сегодня я покажу вам 3 самые яркие из тех, что увидела в прошлом году. Начнем с одного из самых уникальных фестивалей Испании – Корпус Кристи Саара де ла Сьерра. Сегодня утро вот такое вот не просто зеленое, а супер необычно зеленое, потому что в этом городке, где мы находимся, сегодня большой религиозный праздник. Поэтому все украшено уже камнями. Выглядит это невероятно необычно, пахнет везде травой. Сзади меня, смотрите, какая красивая. Проводится Корпус Кристи ежегодно, обычно выпадает на начало лета. Празднуется на 8-е воскресенье после Пасхи. Начало праздник берет в далеком 15 веке. Основная цель – усиление веры в Иисуса Христа. Старинные традиции в Саара совсем не изменились. Деревня, в которой живет немногим менее 1500 человек, в эти дни полностью преображается. Приготовление к фестивалю начинается за несколько дней. Жители деревни готовят зелень, осоку, обрезанные ветки и травы для украшений. Начинается все рано утром в воскресенье. Стены домов покрываются цветами и растениями, а узкие крутые улочки и центральную площадь полностью покрывает живой зеленый ковер. Аромат стоит просто непередаваемый, да и выглядит Саара потрясающе. В 12 часов в приходском храме начинается праздничная месса, а затем большая церковная процессия отправляется в шествие по улицам, устеленным зеленым живым ковром. В июне в Андалусии уже достаточно жарко, поэтому трава быстро подсохла и стала напоминать свежее сено, но красоты от этого меньше не стало. Оркестр и живая музыка – это обязательное условие всех праздников. Корпус Кристи не исключение. Людей в Саару в эти дни съезжается много. Празднования длятся 3 дня. Арендовать жилье лучше заранее. Цены в канун Корпуса Кристи будут высокие. Мы обязательно вернемся в Саару де ла Сьерра еще раз, и я покажу вам все прелести этого места. А сейчас нас ждет не менее увлекательный праздник Морос и Христианос, и мы отправляемся в другую деревню провинции Кадис, которая называется Бенамаома. Сегодняшний праздник, собственно, так и называется – мусульмане и христиане. Маленькая деревня находится высоко в горах. Здесь живет около 400 человек. Почему именно здесь проходит праздник противостояния мусульман и христиан? Праздник имеет давние традиции и является очень древним. Его отмечают с конца XVI века. В праздничной форме воссоздается противостояние, которое происходило между мусульманскими и христианскими войсками в XIII веке за господство над территорией Испании. Гости Бенамаома собираются задолго до начала театрализованного действия и стараются занять место в тени. Август. Жара в Андалусии поднимается далеко за 40. Меня предупредили, что может быть очень громко, поэтому я с собой взяла домофон, чтобы так не слушать. Боюсь, что мне будет сложно перенести стрельбу, но я постараюсь с этим справиться. Смысл происходящего полностью понятен, даже если вы не знаете испанского и не в курсе долгой мусульмано-христианской истории Андалусии. Давайте смотреть. Carga. ¿Estamos cargados? A ver, mis cristianos, ¿estamos cargados? ¿Trabucos arriba? Ya decía yo que olía mierda aquí.
¿Qué quieres? ¿Quedarte con Benamahoma y toda su región? Para eso tendrás que derrotarme, ¡so pedazo de cabrón! ¡Cristianos! ¡Guerreros valientes! Conquistaremos Benamahoma con toda nuestra gente. La sangre aquí correrá, pues grandes batallas se darán. Y cuando todo esto acabe, tranquilos, no es el fin. Os quedará lo mejor, pasear por estas calles. ¡Viva Benamahoma! Думаю, исход событий, на чьей стороне победа, абсолютно понятен. Кстати, все, кого мы видели на сцене, вернее на арене для корриды, не актеры, а жители Бенамаома. И, конечно, в честь победы торжественный вынос статуи святого Антония, покровителя этой деревни. Он еще сыграет свою неизгладимую роль в моих воспоминаниях немножечко позже. Посмотрите, как интересно и синхронно пританцовывают те, кто несут статую святого. Да-да, как я уже говорила на празднике в Саара де ла Сьерра, оркестр и живая музыка обязательны. На этом праздник не заканчивается. Вся процессия на руках со святым Антонием проходит по деревне, горной, с узкими крутыми улочками. А противостояние между мусульманами и христианами продолжается. Радует и веселит оно всех, кроме меня. Для меня война и звуки выстрелов, взрывов – это не сцены из кино. В 2014-м я уехала из родного Донецка, потому что там началась война. И в феврале 2022 я тоже была в Донецке. Что такое война, я знаю. Именно поэтому не была уверена, что мне нужно ехать в Бенамаому, но, как видите, я здесь. Вот умеют испанцы делать праздники. Даже такой, казалось бы, мрачный повод, как многолетнее тяжелое противостояние мусульман и христиан за земли Испании, превратились в интересное мероприятие. Вы только посмотрите, как весело пляшет святой Антоний. Веселье будет продолжаться до глубокой ночи и плавно перейдет в следующий день. Люди общаются, фотографируются, пьют вино и пиво и, конечно, танцуют. Этот праздник в Бенамаома был очень ярким от начала и до вот такого финала. Спросите у меня сейчас, выбрала бы я пляж или опять вот такое интересное событие? Думаю, ответ очевиден. И именно поэтому отправляемся дальше. Еще одна андалузская деревня в моей копилке, и сегодня мы здесь не просто так. Ферия называется «Хлеб и сладости». Здесь не будут носить по улицам святого покровителя деревни. И оркестра с музыкой тоже не планируется. Сюда все съезжаются, чтобы вкусно поесть. Ферия Паны Дульсис – это милая деревенская ярмарка с ароматом хлеба, вкусными угощениями и бесплатными дегустациями. Продукцию представляет не только Медина Сидония, но и ближайшие деревни и даже монастыри. Музыкальные представления, веселые розыгрыши, хлеб и сладости вам на этом празднике гарантированы. В прошлом году ярмарка проходила 22-23 октября. Даты могут меняться, но всегда проводятся в выходные дни. Пришло время дегустировать хлебушек. Масло, кстати, оливковое. Людей в Медина Сидония съезжается много. Найти свободное место в кафе будет сложно, придется стоять в очередь. А это дело испанцы любят. Иногда мне кажется, что им все равно, зачем стоять. Например, в этой очереди, у кого я не спрашивала, никто не знал, зачем стоит. Ну, мы как порядочные тоже стали.
За терпеливое ожидание мы получили свой сладкий подарок. Несмотря на то, что на улице был лишь октябрь, на ярмарке вовсю продавали традиционные рождественские сладости польборонес – песочное печенье, родиной которого считается именно Андалусия. В маленьком подарке лежали именно они – польборонес. И уж если вы будете в Медина Сидония, то обязательно заедьте на знаменитую фабрику Аромас де Медина. Именно здесь делают польборонес де Навидад, а также множество других вкусностей. Аромас де Медина показался мне похожим на музей арабской культуры. И это неудивительно. Большинство сладостей южной части Испании имеют арабские и мавританские корни. Но к польборонес нет никаких претензий. Говорят, что тесто для него замешивают на свином смальце. И это доказывает безупречную христианскую родословную печенье. Ну не могла я не заехать на фабрику. Здесь изготавливают сладости к Новому году. Но фабрика производит огромное впечатление, потому что она выполнена полностью в арабском стиле. Вы только посмотрите. На эту восточную красоту. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть еще, и обязательно выпьем кофе. Сейчас я Чарли на шоколадной фабрике, где-то относительно. Сегодня воскресенье, поэтому все это производство не работает. Но все это можно увидеть вживую. Посмотрите, как прикольно. Ну а теперь пить кофе. Упс! Помните про любовь испанцев к очередям, да? Если честно, я просто завидую испанской стойкости, выдержке в плане очередей. Ну, я так пока делать не умею. Учусь. Но для того, чтобы выстоять сначала в одну очередь и купить сладости, а затем в другую очередь, чтобы купить кофе, терпения у меня, к сожалению, не хватает. Поэтому решили сладости здесь не брать, выпить кофе, а сладости будем есть те, которые нам дали на ярмарке. Как думаете, какой из этих праздников запомнился мне больше всего? И очень интересно, что понравилось вам? Пишите в комментариях. А я отправляюсь дальше, чтобы открывать для вас яркую, зажигательную и опьяняющую Андалусию. Здесь столько всего!